В зале суда царила неуютная тишина. Чернокожая девушка, которую звали Лейла, стояла перед судьей, ее голос дрожал, когда она произнесла свои слова. В это мгновение вся комната затаила дыхание, когда она открыто призналась в своей бедности и голоде. Ее белоснежная одежда была пропитана теми самыми трудностями, с которыми она сталкивалась. Записи о ее семье, о том, как они потеряли работу, были известны всем, но никто не ожидал, что они приведут к такой ситуации в зале суда. Судья, видевший множество случаев, но никогда ничего подобного, на мгновение замер. Его глаза мягко встретились с глазами Лейлы, и в этот момент он понял, что за каждой страницей дела стоит реальный человек с реальными страданиями. После короткой паузы он достал из своего рабочего стола свой обед и, прикрыв его, предложил ей немного еды. Эта неожиданная забота перетекла в эмоциональный момент как для Лейлы, так и для всех присутствующих. Судья, приняв решение сделать что-то большее, чем просто вынести вердикт, инициировал программу помощи для молодых людей, оказавшихся в подобной ситуации. Это решение произвело фурор в зале, где общественность начала осознавать, что иногда судебная система может выступать не только как хранитель закона, но и как спектр поддержки в сложные времена. Лейла стояла в зале, охваченная волной эмоций, от смущения до благодарности. Она никогда не ожидала, что в этот напряженный момент среди сухих юридических процедур появится человек, готовый услышать и понять ее. Судья, заметив, как ее руки дрожат от стресса, продолжил говорить, его голос стал мягче. Он поставил перед собой задачу не только вернуть ей надежду, но и вдохновить других на действия. В оставшихся залах суда начали обсуждать пути реализации программы помощи. Волонтеры, юристы и социальные работники объединили силы, чтобы улучшить жизнь молодежи, оказавшейся в похожих обстоятельствах. Лейла почувствовала, что не одна, что за ее бедностью стоят люди, готовые взять на себя ответственность за перемены. Как результат, вскоре в городе начали проводиться семинары, где молодые люди могли получать необходимые навыки и поддержку. Лейла чаще стала выходить на сцену, делясь своей историей. Ее слово стало символом надежды для многих, и она поняла, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.